Господа, здравствуйте! У нас сегодня с вами время офигительных историй. Причем одна из историй продолжится в динамичном ключе, потому что, как я и говорил ранее, мы покупали этот Range Rover для того, чтобы вытащить из него мотор и вставить его в Bentley. А вторая история только начинается. И сейчас нам нужно заложить фундамент этой потрясающей истории и установить электротонировку. Не спрашивайте, надо. Итак, делали, и как мы видим, машина как стоит без тонировки, так и стоит без тонировки. Вот и начался трешак. Мы тоже хотим отдохнуть, честно. Нам вообще в этой серии все равно, но очень всем весело. Как вы помните, в прошлой серии, попытки создать бизнес не увенчались успехом. Бизнес захромал и завалился на бок. Поэтому в этой серии будем пробовать себя в другом бизнесе. Соответственно, все, что сейчас нужно сделать, это демонтировать старый бизнес и начать устанавливать новый. Демонтируем мы его аккуратненько. Ребят! Ты просил, мы сделали. Вы хотели поставить ее рядом, но не на бок. Давай в бок все, давай развернем. Давай. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Много раз просили продать кому-то будку. Нет, не продадим. Потому что она на самом деле старая, убитая, вся со следами тараканов. Ее невероятно долго очищали просто для того, чтобы мы сняли прошлую серию. Кстати, 25 человек съело шаверму, никто не траванулся. Но в любом случае продавать ее дальше мы считаем это бред. Потому что она реально очень убитая. Ни за какие там 50, 20, 30 тысяч лучше не надо. Мы ее просто даже, видите, вот она на боку так и лежит. Мы ее потом распили, мы продадим. Потому что, знаете, вот сейчас все такие, типа, Костя устроит там распродажу запчастей, сразу мне нужно то, мне нужно то. Нет, я понимаю, ребят, сейчас 23 февраля, 8 марта, сейчас во многих магазинах проходят распродажи, но нет. Сэкономить на моей распродаже не получится, а на других, да, вместе с Letyshops. Потому что Letyshops до 26 февраля повышает горящий кэшбэк в 3 раза, до 15%. Вы слышали, да? Сейчас, горящий кэшбэк — это очень прикольная штука. Смотрите, если вы что-то покупали на Алике через Letyshops, то вам прилетит кэшбэк 100 рублей. А если вы воспользуетесь повышенным горячим кэшбэком, то кэшбэк составит 300 рублей. По-моему, все это весьма
выгодно. Сам горящий кэшбэк, ребят, нужно еще активировать или на главной странице после того, как перейдете по ссылочке в описании, или в приложении Letyshops. Причем самое главное, что количество активаций ограничено, так что ловите подгончик от меня, проходите по ссылочкам прямо в описании, вот прямо сейчас, потому что, ребята, 26-е это прям завтра, если что, да, и покупайте с увеличенным горящим кэшбэком, возвращайте в 3 раза больше денег и будьте счастливы. Праздники. Короче, начало положено, но помимо мятого кузова у нас есть еще проблема, мятая кабина, и решение ей тоже есть. Никакого объяснения нету логического. Нас просто поймают и уничтожат. Блин, как мерзнут руки, а? Запотело все. Погоди, я не вижу вообще, Владян, блин. Капец, я замерз. На дальничок я бы не согласился в этом. Зато ногам вроде тепло, не? Или просто у меня уже отморозились. Дал-дал ушел. Дал-дал ушел. Но очень хочется добавить комфорта, понимаете, в чем проблема? То есть реально не хватает каких-то, я не знаю, кожи, кондиционера, вот всего вот этого вот. Его можно было бы добавить. Было бы прямо неплохо. И у меня есть такое ощущение, что все необходимые для этого детали у нас уже здесь, на месте. И да, действительно, у нас же есть Range Rover. И пусть мы брали его как донор на мотор. Мотор снят, лежит Джаггер в гараже, собственно, готовится к Бентли. Но кузов-то все еще у нас. И выбрасывать его так или куда-то отдавать тупо. Ведь все может пойти в дело. План просто гениальный. Мы берем и пилим кузов Range Rover пополам.
Кстати, вы много раз просили, типа, Костян, развали своего ренджа об столб. Так вот, у нас есть потрясающая возможность сейчас посмотреть на разрез. Мы, кстати, в будущем видео со столбами будем делать так же. Наверное, мы будем разрезать вот так машину. И мы вам скажем, что сейчас вот эта машина против столба бессмертная. Нет смысла даже бить ренджа против столба, потому что он, возможно, даже превзойдет Кайен. Он тяжелее и он прочнее. Как и все английское, мы когда пилили Bentley Continental, мы тоже офигевали с количества железа. Так вот, что встретит столб на своем пути? Давайте в слоях посмотрим. 2 слоя сразу. Это внешняя часть порога. Внутренняя часть порога, еще слой. Усиление между двумя порогами. 1, 2, 3 листа металла друг к другу присоединенные. И еще один слой в конце. То есть столб должен пройти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 слоев, из которых 3 вместе спаяны. И все это еще между собой с постоянными перегородками. Это не одна перегородка. Перегородки идут так, сяк, 3, 10. Дверь. Давайте приоткроем дверь. Содержит внутри брус. Вот такой вот, алюминиевый, толстенный. Посмотрите, какая толщина стенки у бруса. Это 5. Это 5, причем он еще и, как бы сказать, H-образный груз. H-образный еще при этом брус. То есть из 5 это просто невероятной прочности конструкция. У столба нет абсолютно никаких шансов против Range Rover. Его нет смысла бить. Именно поэтому он весит 2,5 тонны. Именно такую же картину мы, по идее, должны увидеть идентичную в BMW X5 E53 кузов, потому что делались они абсолютно одной компанией BMW. Этот кузов и кузов X5. При этом, при всем, там еще подрамники чудовищные, передние, центральные. У передний подрамник из 2 частей. У него еще есть полуподрамник, который перед самим бампером. Если мы говорим про фронтальную безопасность, вот это брус, который стоит за бампером. Вы просто посмотрите на это. Он будет как нож, масло просто резать все, что встречается на его пути. За ним спереди, давай обойдем, лонжероны. Сейчас вы просто увидите. Так вот, лонжерон, он вот такой толщины, еще профилированная стенка, которая от этого сжатия его защищает. Вот такой высоты, это просто чудовищная балка, которая идет сюда. Прямая практически, только здесь она уже не изгибается. Балка идет прямо дальше, к ней присоединяется еще усиление. Специально разрезан лонжерон, перегородки, 1, 2, 3, 4, пошли. Они просто вот так нашинкованы там этими перегородками. Вы представляете, сколько здесь безопасности, сколько здесь металла, какая-то глыба, как она будет просто валить. Его невозможно практически согнуть какими-то объективными усилиями. Что должно произойти, чтобы вот это все начало мяться критично? При этом машина начинается у нас примерно вот здесь. Салон только начинается здесь. У нас метр жизни. От начала препятствия до того, как вот здесь примерно ноги только начинаются. И здесь еще усиление, еще моторный щит, еще пошло. Господа, и это в 2002 году. А что в 2002 году делали наши производители, да, российские? Ну, я даже не хочу. Здесь без мата ничего не скажешь, к сожалению. А матом я ругаться не люблю на видео, поэтому Range Rover, любая понторезка, это ваш ключ к выживанию в любой опасной ситуации. Здесь все продумано на 10 тысяч раз вперед. Ну, да, есть нюанс, действительно. Почему у «Газели» переднеприводная компоновка? Я не могу этого понять. Причем такая драговая, мотор прям, ну, совсем на морде лежит. Такое ощущение, что они думали все-таки о переднем приводе вначале. Ну, делали, только, блядь. Да, что-то походу... Что у нас? У нас ничего не мешает, на самом деле, мотору уехать назад, насколько надо вообще. Нам просто все равно вообще. Там до поддона еще реально... Но все равно колесо-то должно быть. Нам еще надо раму вперед прокатить на Сантов 20.
Давай. Еще катим, катим, катим. Оп, где-то вот так, да. Вот. Да, мотор. Слегка так. Пускай. Не, ну если в формате кринж-ровера, то в принципе нормально, что и торчит, я считаю. Здесь фары, здесь мотор, на радиаторе ФСОшки по классике у нас висят и все. Я нахуй уберу вообще вот это. Но выглядит, да, сейчас пока с компоновкой не очень. Два капота просто ставим вот так сюда и крылья еще в размер. И все, и получается такой нормальный у нас Черт побери. ренжак. Мотору назад никаких проблем уехать нет, но это мотор. Точка крепления рессора-то при этом не отменялась. Но в принципе, наверное, может и закроет. Если вот так прям по Сергею, ну не по точке крепления рессора, в смысле, пильнуть, вот так, то, наверное, бампер, он где-то вот здесь и заканчивается, если его А мы примерить. можем бампер принести. Наверное, да, можешь попробовать поставить бампер. Давай прикинем. Вот так, все. То есть, типа, как-то вот здесь он заканчивается. Да, нормально. Нормально. Бампер где-то вот здесь будет заканчиваться. Спрячет он это все. Хорошо. Значит, смотри, у нас, получается, уже рессору переносить не надо. Все, только мотор назад уедет и все. И вот это мы просто отпиливаем. Да, прям вот так по хардкору и все. И это. Здесь даже поперечины нету в этом месте, смотри. А, есть, да и в рот ноги, и, честно говоря. Но радиаторы точно отсюда уедут. Смотря насколько уедет мотор, да. Если мотор уедет вообще за балку, так и пес с ним. Слушай, а мы ж мотор можем как угодно. Его можно, кстати, выше поднять мотор, Давай покажем. чтобы поддон с балкой не пересекался. А все происходит это потому, что вы кидаете мне в директ свои вот эти вот забавные картинки, понимаете? И вот если сейчас помотать инсту, то однажды мы сейчас где-то вот здесь с вами найдем качественный контент, который мне, как пишет Инстаграм, какого-то 29 апреля кто-то из вас скинул в директ. И здесь Range Rover с кузовом от Зила все это натянуто. И я подумал, да почему бы нет? Потому что на тот момент уже, естественно, был предопределен план, что мы берем ренжа на донора. И таким образом у нас действительно, я понимал, что мотор из этого все мы вытаскиваем, а кузов-то вот он. Осталось что? Да купить «Газель». И поэтому именно мы вначале эту «Газель» и купили. И как вы поняли сейчас, именно поэтому мы ее и купили 4-метровую. 4-метровая она была за 150 тысяч, одна именно с будкой. Будка вообще бонусом прилетела. Не было такого плана с шавухой. Это все случайно нам в голову уже пришло после покупки. Зато сейчас мы имеем кузов от ренжа, стоящие, грубо говоря, колеса в арках. Это все, ну понятно, проблемы есть. И за ним помещается уже стандартный 3-метровый борт от «Газели». И это все выглядит, ну, надо сказать так, пропорционально, потому что толком про это нормально говорить не получается. И мы решили назвать этот проект Range Rover Profi. В английском варианте он будет называться Cringe Rover. Тут уж кому как интересней. Здесь не будет каких-то заморочек и сложных решений. Нет, мотор будет пушечный, ЗМЗ, механическая коробка передач там в салоне торчащая, на тумблерах все фары, все вот это так, но у нас будет этот работяга. Теперь он, это работяга в костюме, это такой дэнди, это Челси трактор еще можно его назвать. Есть в Лондоне такая поговорка Челси трактор. Это когда Defender супер нализанный ездит в Челси. Челси это очень дорогой район Лондона, очень престижный, прям навороченный, поэтому Defender там ездит с наклейкой Челси трактор, это нормально. У нас будет Челси фигактор, короче, вот мы все придумали. Так что все подробности, технические решения и первый выезд в следующей серии. Огромное вам спасибо, что смотрели. Наконец-то этот замечательный проект, который таращит абсолютно всех. Удачи вам и пока не хлопай в конце. На самом деле у нас не на тумблерах все будет.